Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым вы поможете моему продвижению. А также, если вы напишите комментарий и поставите лайк или дизлайк, я буду вам за это тоже благодарен. Ну что, друзья, кровля у нас практически полностью готова. Остались последние штрихи. Где-то поставить, поменять ветровые планки, так как заказанные ветровые планки не закрывают всю полностью ширину свеса. Вот, их будем менять. А так у нас кровля лежит везде. Где-то даже частично смонтирован конек, декоративная планка яндовый. Вот. И сегодня мне нужно будет смонтировать вентиляционный канал, трубу под вентиляционный канал. Это вместе с вами мы сегодня и сделаем, друзья. В одном из прошлых выпусков вы по достоинству оценили мое предложение по поводу отвечать на несколько вопросов, часто повторяющихся в комментариях. И помимо того, чтобы поболтать, предлагаю затронуть одну немаловажную тему цен. Вот нам нужно будет установить вот такую трубу. Это вот одна часть, вот это вот ее вторая часть. И также одна часть уже у нас смонтирована. Перед тем, как мы укладывали лист, мы в гидроизоляционную мембрану вырезал и смонтировал вот такую штуку. Сейчас, когда вырежем саму кровлю, ее будет видно, я ее вам покажу. Вот видите, она в гидроизоляционную мембрану врезается, уплотняющее кольцо. Вот, и выглядит вот так. Вот полностью все видно. Также все промазано герметиком, все проклеено. И, соответственно, ничего не будет протекать. Вот эту часть нам нужно будет срезать, так как она не даст посадить полностью на волну металлочерепицы. Я ее срежу. Видите, как с этой стороны она. Вот, а там вот этот борт мешает. Мы его обрежем сейчас. Вот, и пойдем размечать место, где у нас будет располагаться вентиляционная труба. Друзья, обсудим вопрос цен. Отвечу на вопрос, есть ли у меня семья, потому что очень многих это интересовало. Все спрашивали. Что касается купирования ушей щенку Ханне, вот, спрашивал у многих, интересовался, читал, у вас спрашивал совета, вы писали, отвечали в комментариях, и принял решение, что все-таки нужно купировать уши. И с заводчиком разговаривал, и с клубом разговаривал, все рекомендуют. И я, соответственно, прислушался к этому мнению, и у меня тоже как бы сложилось, что нужно будет купировать. Друзья, кто-то из вас может сказать, что я неправильно поступаю в плане купирования ушей Ханни. Вот, так как это создала природа, так и должно быть. Но я могу вам сказать, что ведь нас тоже создала природа, у нас тоже есть волосы, но мы их почему-то удаляем, бреем и так далее. И в этом вопросе очень много как бы будет и за, и против. Это наши личные убеждения, наши личные мнения. И мы поступаем так, как считаем мы правильно, а не живем по принципам других людей. Вот перед тем, как монтировать листы, мы разметили гидроизоляцию, я вырезал и поставил метку. Тут маркером еще отмечено, не знаю, будет видно или нет. Вот, и чтобы точно было видно, закрутили вот этот саморез. Место, где будет у нас выходить вентиляционная труба. Сейчас я немножко, я как бы не буду сейчас на данный момент пока снимать, потому что работа с лестницы не совсем удобно. Вот, чтобы не уронить камеру и, не дай бог, не упасть самому,
я, к сожалению, снимать не буду. Как вырежу все, я вам покажу и расскажу последовательность и порядок действий. Друзья, также, кто помнит из вас, я в начале лета снимал выпуск о росте цен на строительные материалы. Как оказалось, этот рост был не только строительных материалов, но и потом выросли все продукты и все остальное, все, что связано, не связано друг с другом. Ну, короче, все взлетело в космос. Строительные материалы некоторые выросли там в 3-4 раза. И многие из вас тогда, я думал, говорил, что предполагал, что возможно будет, что возможно цены упадут вниз обратно, но были такие комментарии, писали, что в России не может цена, если она поднялась, то она не может опуститься обратно вниз. И я в принципе согласен, я не помню, чтобы если что-то поднимается, то тут же потом по истечению какого-то времени падает. Да, конечно, не стоит сейчас говорить, что строительные материалы все опустились вниз. И просто непонятно, с чем связано это падение некоторых материалов. Профлисты понизили стоимости порядка 20-25%. Металл тоже, арматура, все остальное потихонечку скатывается. Небольшая скидка идет и на пиломатериалы. Но отделочные материалы, имитация бруса, штиль, вагонка всяческая, она, к сожалению, в цене не опустилась. Друзья, естественно, приятно, что хотя бы на эти 20-25% какие-то позиции стройматериалов опускаются, но непонятно, почему это делается. Вот, у меня вот есть некоторые догадки, и я их никому не навязываю, никому своего мнения как бы не навязываю и не говорю, что это достоверная правда, это просто-напросто мои догадки, я просто хочу ими с вами поделиться. Мне кажется, что тут есть небольшая подоплека, потому что у нас сентябрь месяц впереди, середина сентября будут выборы, возможно, это делается с этим умыслом, показать народу, что у нас все под контролем, все мы контролируем, но почему-то, когда изначально у нас выросли в 3-4 раза материалы, мы не было никакой реакции. Нам было сказано с экранов телевизоров, что народ сам виноват, что за прошлый год, за год пандемии, было скоплено на руках, оставлено на руках 2 или 3 или 3 триллиона рублей у населения, у граждан страны. И сейчас мы якобы сами вызываем спрос на пиломатериалы, вообще на пиломатериалы, на строительные материалы. Реально есть по некоторым позициям даже дефицит, и это устроено неспроста, друзья. Опять же повторюсь, что это мое мнение, я никому его не навязываю, ни к чему не побуждаю, но в любом случае, мне кажется, мы узнаем, правда это или нет, как раз после выборов. Что у нас вот так вот получается, вот так вот она будет стоять, вот эта основа. Я ее наложил, вот она накладывается, спокойно отметил по внутренней части, вот и вырезал. Сейчас буду ее закреплять сюда с помощью герметика и саморезов, вот, и соответственно потом буду устанавливать трубу. Все это чуть позже покажу. Сейчас нужно обрезать вот эту трубу, потому что у нас не попадает одна в другую и будет соединяться гибкой трубой. Так что, друзья, давайте о политике ни слова. Вот, еще все больше и больше, чаще и чаще начинают появляться вопросы, не то что даже вопросы, а комментарии такого плана, что некоторые люди считают, что я богат. Мне интересно, откуда вы знаете наполнение моего кошелька, когда пишете там в плане бизнесмен, богатый Буратино, вот все в таком ключе. Мне вот это интересно. Откуда вы знаете мое положение? Да, вы можете судить, что я богат, но немножко забегая вперед, я скажу, что вы глубоко ошибаетесь. Вот, и давайте не будем считать чужие деньги. Ну что, друзья, вентиляционную трубу я поставил. Выглядит это вот так, в таком ключе. Сейчас вентиляция будет работать хорошо, все загерметизировано, все будет прекрасно, друзья.
Также хотелось бы обратить внимание, что некоторые подписчики, когда их мой контент, мои выпуски не устраивают, то, что я снимаю, показываю, ну, как-то, знаете, так показательно пишут: муть снимаешь, отписка и так далее. Друзья, решили отписаться, отписывайтесь. Зачем это делать показательно? Для чего? Я этого не понимаю. Я никого не пытаюсь научить, как что делать. Я показываю свои работы, свои дела. Не более. Показываю, чтобы вы могли на что-то ориентироваться. Естественно, у меня тоже бывают и есть ошибки, как бы, и от этого никто не застрахован. Я понял. Run free and dive into the sky. Hear the wind. С самого первого выпуска частенько в комментариях пишут вопрос: женат ли Ренат, есть ли у Рената жена. Друзья, я не женат. Ну, как-то вот так получилось. Краткость – сестра таланта. Кстати, огромное спасибо тем, кто написал в Инстаграм по поводу того, что я одел сразу Ханне шлейку, что это была огромнейшая ошибка с моей стороны. Мне это написали в Инстаграм с клуба, клуб этой породы. Ну вот, потом еще было несколько сообщений. Также мне сказала еще и ветеринарный врач, что я неправильно делаю. И, соответственно, я сразу же приобрел ошейник. И поменял. Сейчас мы шлейку вообще не носим. Забегая вперед, скажу, что в следующем месяце будет очень много интересных тем в выпусках. Ну, естественно, помощь будет, но я не знаю, буду я ее показывать или нет, потому что есть на это свои причины. Вот, а так есть интересные идеи, которые хотелось бы реализовать. И если все будет складываться положительно, то, естественно, я это буду все показывать. Ну что, друзья, вот такой выпуск у нас получился. Пишите обязательно, нравится вам или нет. Мне нравится, совмещаю приятное с полезным. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам самого наилучшего, крыши над головой, всех благ. Все у нас будет отлично, все у нас будет прекрасно. Главное в это верить. И обязательно это случится. На этом все. До новых встреч в новых выпусках. С вами был Ренат, канал Ренат Строит. Пока-пока, друзья.